Добрый день, дорогие мои! С вами снова Людмила Вдовиченко. И сегодня мы с вами продолжим работу по нашей блузочке. Сегодня мы будем с вами втачивать рукавчик. Вот смотрите, мы с вами закончили отшив сеточки полностью. Полочка отшита полностью, да, видно? Полочка отшита. И спинка точно так же отшита. Обратите внимание, что мы зашиваем сеточку до стыков самых близких участков. Вот эти вот части сеточкой мы не зашиваем. Точно так же и рукавчики. Мы зашиваем сеточку только между элементами. А край по окату рукава и край по пройме рукава мы оставляем открытыми. Здесь сеточку мы будем выполнять уже вот как бы на данном этапе. Итак, что нам нужно? Нам нужно перед втачиванием рукавов получить вот такое вот готовое изделие, спинку с полочкой с отшитой сеточкой и два рукавчика уже с собранными элементами и тоже отшитой сеточкой. Итак, с чего мы начнем с вами работу? Начнем мы с вами работу со стачивания рукава. Вот это у нас рукавчик. Мы его собирали в открытом виде, потому что на маленьком планшете его собирать неудобно. А теперь вот придется поморочить голову и поработать как бы с мелкими деталями, да, с маленькими швами. Значит, мы складываем с вами рукавчик лицевой стороной внутрь, совмещаем срезы, скалываем это все. Если у вас есть машинка, я бы вам рекомендовала оставлять видной вот это вот карандашом или ручкой, чтобы была отрисована у вас линия шва. Если машинки нету, прокладываем шов. Ну, у нас так как у нас рукав короткий, вот заканчивается уже вот здесь, то в принципе можно проложить шов сантиметров 5. Если есть машинка, делайте машинкой. Если нет машинки, делайте руками. Это несложно. То есть не надо бояться, если там я не швея, у меня ничего не получится. Все получится. Мы с вами отшили сетку. Мы с вами отшили сетку. И уж пошить такую мелочь, как вот это стачать рукавчик или какую-то фигню, это же нам проще пареной репы. Правильно? Правильно. Итак, стачиваем рукавчик. Если будете стачивать вручную, постарайтесь это делать, ну, как бы вам сказать, прокладывая стежочки достаточно часто. Вот хороший такой шов назад иголку. Потому что мы же с вами будем работать на планшете, правильно? А на планшете мы заготовочку растягиваем, прикалываем. И для того, чтобы у нас шовчик не был рыхлым, если вы это будете делать руками, как я вам сейчас для примера показываю, можете сделать вот это вот достаточно такими густенькими швами по 2–2,5 миллиметра. Этого достаточно. Этого достаточно. У нас рукав короткий в этом изделии. Все, закрепляем ниточку. Точно так же стачиваем боковые швы рукава на втором рукавчике. Да? Стачиваем оба рукава вот таким вот подобным образом. И получаем такой вот рукав. Вот у нас стачался рукавчик. Шовчик достаточно плотный. То есть при натяжке на планшет он у нас не будет как бы деформировать изделие. Вот рукавчики мы с вами стачали и вывернули их к себе лицом. Да? Вывернули оба рукавчика к себе лицом. Рукавчики пока уберем. Теперь берем вот эту вот нашу заготовочку и выворачиваем ее изнаночкой к себе. Вот на этом этапе я вам еще тоже покажу небольшой нюанс, чтобы он вас не пугал. Морщит. Вы это видите, да? Морщит. Когда мы с вами натягивали на планшет, шили сеточку, мы делали
такую вот хорошенькую натяжечку, да. Вот это все аккуратненько прикалывали, и вот это вот так вот все растягивали. Теперь мы от планшета все это откололи, морщит, это не страшно. Сейчас я объясню почему. Потому что изделие до сих пор не проходило процесс какой? Утюжки. Вот после того, как мы с вами вот это все закончим, постираем, только тогда будем утюжить. Я вас прошу, никогда не утюжьте вещи до стирки. Потому что руками мы очень долго работали с этими вещами, правильно? Сколько мы на них с вами жира насобирали, пыли, пока месяц вязали это все. В общем, мы это утюжить пока не будем. Я вас уверяю, после утюжки вот этого не будет, это все станет на место. Теперь смотрите, это у нас пройма. Пройма. Вот у нас пройма. Обычно на пройме всегда идет значок. Значок переда проймы, вот этот вот значочек. На рукавчиках, если вы снимаете выкройку с готовых журналов, всегда вот эти значки есть. Вот он, значок, да? Так, только нам вот этот рукавчик нужен. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы помещаем рукавчик внутрь нашей проймочки. Ну, те, кто сам шьет, понимают, как это все делается, да. Сейчас мы с вами просто будем вметывать рукав в пройму. Рукавчик вот лицом внутрь, мы помещаем внутрь. Смотрите, теперь находим вот эти вот точечки, отметочки, карандашиком или ручечкой. Обязательно их с журнала переносите. Совмещаем отметочки, скалываем. Совмещаем отметочки плечевой шов и отметочку, которую мы с журнальчика перенесли, точка плечевого шва. Совмещаем, девочки, совмещаем, не ленимся. Совмещаем отметочки. Точно так же совмещаем отметочку бокового шва. И все это скалываем. Так, и теперь смотрите, мы будем с вами выкладывать пройму. Рукавчик обычно всегда кроится так, чтобы он был немножечко больше по окату, чем сама проймочка. Это для того, чтобы он более красиво лег. Ну, чтобы, посадочка рукава, чтобы обеспечилась хорошая. Теперь мы с вами берем, внизу как бы скалываем, а вот здесь вот эту головку рукава скалываем так, чтобы она припосадилась. Вот у вас будет получаться вот такая вот волна. Вот видите, такая вот волна у вас небольшая получается, вот немножечко. И здесь вот по головке рукава, вот у вас волна получается, скалываем. Да? Это называется, вот как бы по головке рукава припосаживается немножечко рукав. Ну, кто шьет, девочки знают, а кто не шьет, вот тем как бы я пытаюсь объяснить, как это все делать. То есть, чтобы вы не боялись того, что вот эта часть рукава больше, чем вот как бы сама часть проймочки. Рукавчик всегда немножечко посаживается. Рукавчик посаживается, и сначала мы его вкалываем. Если вот элементики, которые мешают, ну просто отверните их. Как у меня вот немножечко, я не рассчитала их с размерами, чтобы вы их да, некоторые булавки туповатые. И вот мы с вами вкололи рукавчик. Для чего я вкалываю? Ну, для того, чтобы просто потом удобнее было втачивать рукав. И вот мы с вами рукавчик вкололи, да? Вкололи рукавчик, закрепили его булавочками. И теперь точно так же, как и боковой шовчик, берем ниточку, иголочку. У кого нет машинки, вот так руками на сантиметр от края стачиваем вот этот вот шов рукава, да. Не поленитесь, девочки, если есть машинка, прострочите. У кого нет машинки, вот так вот ручками и аккуратненько втачиваем рукавчик. Вот по всему окату оба рукавчика аналогичным образом нам с вами нужно втачать. Да, понятненько, как мы это делаем. Все, вшили рукавчик, вкололи сначала рукавчик, и теперь вот так вот густенькими стежочками назад иголочку
просто втачиваем рукавчик. Здесь оно само по себе сядет. Держите вот эту вот часть, которую надо посаживать, головку рукава, от себя. И когда вы будете шить, она как-то, здесь же посадка небольшая, и она сама собой там утрамбуется, я вас уверяю. Вот так вот оба рукавчика втачиваем в нашу проймочку. Понятненько? Все. Вот смотрите, мы с вами закончили втачивать рукавчик, да, полностью втачали рукавчик в проймочку, и один, и второй рукавчик. Теперь выворачиваем наше изделие лицом к себе. Выворачиваем. Вот что мы с вами имеем. Вот у нас вот так вот втачались рукавчики. Смотрите, если у вас будет элемент выходить за линию проймы, да, старайтесь так, чтобы он как бы не пересекался с элементом на рукаве. Вот мы с вами его втачали, да. У нас с вами теперь осталось совсем маленький фронт работы. Смотрите, нам с вами нужно будет зашить сеточку вот в этих вот местах, которые остались вдоль шва оката, да. Вот в этих вот местах нам с вами нужно будет зашить сеточку. Как мы это будем делать? Для этого я предлагаю вам использовать маленькие подушки. Специально для рукава длинную подушку для стачивания вот этого шва, вот это же у нас длинный шов, я еще не сделала. Потому что у меня нету ни одного изделия, где бы у меня был длинный шов. Смотрите, мы помещаем эту подушечку внутрь к боковому шву, плоской стороной к себе. Давайте посмотрим. Вот, плоская сторона к себе. И смотрите, мы сейчас с вами выкладываем подушку так, чтобы у нас совместился вот этот вот боковой шовчик, выложился. И вот так вот будем сейчас выкладывать маленькими кусочками. Вот вы знаете, в чем проблема втачивания рукава? Вот мы можем сейчас отшить сеточку только на вот таком маленьком кусочке. Вот это маленький кусочек, сколько тут, сантиметров 8. Дальше уже пошло вот как бы такая волна, и дальше уже сеточку шить невозможно. То есть мы берем маленькую подушечку, выкладываем маленький вот участок. Это у нас боковой шов, да, вот боковой шов. Мы выкладываем участочек бокового шва. Мы его с вами фиксируем. И мы с вами будем шить сеточку вот здесь, вот исключительно вот в этом месте. Потом, вот чем как бы рукав, да, поморочить голову нужно немножко. Я даже не хочу называть это проблемой, потому что это не есть проблема. Это есть просто особенности втачивания рукава. Вы будете перекалывать ваш вот этот вот макетик очень часто. Вы будете отшиваем вот такой маленький кусочек и перекалываем. То есть, чтобы зашить вот этот вот наш окат рукава, нам, наверное, раз 5 или 6 придется с вами переколоть вот это вот наше изделие. Все до вот этого места. Все, вот сейчас будем шить вот только вот до этого места, не дальше. Потом, вот они тупые попадаются, потом будем перекалывать. И точно так же, как мы это делали на больших участках, фиксируем периметр, а потом начинаем фиксировать каждый периметр каждого элементика, да, вот все элементики. Вот это вот тоже натянули, чтобы у вас ничего нигде не морщило, чтобы у вас там перетяга не было. То есть ориентируйтесь на то, что у вас как бы не должно быть лишних складок, не должно. Вот участок, который мы будем прорабатывать, он должен быть нормальненький прямой участочек. Вот так. И фиксируем вот эти все маленькие элементики, между которыми мы будем шить сеточку.
Вот сеточка у нас будет шиться. Вот этот кусочек зашьем. Вот этот вот кусочек. И вот кусочки, на которых мы будем зашивать. У меня рукавчик будет очень короткий. Вот. Сейчас мы даже вот манжет у меня будет даже совмещенный. Чуть-чуть я его подтягиваю. Мы это все совместим. Вот. Аж тут дырочки не будет. Вот. И фиксируем все точечки наших элементов, между которыми мы будем шить сеточку. Не только их, как бы можно зафиксировать и чуть-чуть что-то где-то дальше, чтобы меньше вот этой всей фигни дергалась туда-сюда. Так, сеточка шьем вот здесь, да, вот от этого кусочка вот до этого, потому что дальше складочка. Вот вы видите, это уже как бы не выкладывается ровно. Выложился маленький участочек ровненько. Вот именно этот маленький участочек мы и проработаем. Да? А прорабатываем как обычно. Кто смотрел уже, как шить сеточку, кто уже сам ее пошил на полочке и на спинке, вы уже знаете, как работать с сеточкой. Берем ниточку, берем иголочку, берем наш нитковдеватель. И еще, вот смотрите, нитку тоже здесь не нужно брать слишком большую, потому что мы будем часто перекалывать изделия, возможно, ее придется закреплять очень часто. То есть, ну, в общем, длинную нитку не надо совсем. Не знаю, как объяснить. Я перешла на более тонкие иголки. Обыкновенная вышивальная иголка, как для мулине. Она, конечно, маленькая, в руке тяжеловато с ней работать, но с помощью игловдевателя можно попасть. Итак, что мы делаем? Да? Закрепляем сначала ниточку, как обычно. Закрепляем ниточку вот в этот шнурочек. Закрепляем ниточку. Несколькими стежками в одну сторону. Вот, несколькими возвращаемся в другую. Закрепляем ниточку. Вот так. Еще стежок сюда. И потом столько же стежков в обратном направлении. Я планирую начать шить вот от этого места. Вот от самого узкого места я планирую начать шить. Вот к нему я вернусь в процессе своей закрепочки. Если обматывается ниточка вокруг булавочки, следите за этим, потому что, знаете, вот как бывает, вот так намоталась нитка вокруг булавки, а потом вы булавку вытягиваете, а у вас остается петля. Которая, ну, как бы совершенно нам не нужна. Поэтому старайтесь, чтобы булавки были утоплены максимально глубоко в основку, в поролончик. И следите за тем, чтобы у вас не было таких вот нахлестов на булавку в виде петелечек. Вот мы с вами подобрались к вот этому узкому месту. И от него мы начнем сейчас делать сеточку. Сейчас я крупнее сделаю. Так. Если накололи много булавочек, перекалываем их временно. Используем по своему усмотрению, как нам нравится. Да? Ну и поехали. Первая брида. Крепимся к листику. Ниточку помним, да, не особо большую делаем. Сделали бридочку. Делаем вокруг нее 2-3 виточка. 1, 2, 3. Вот 3 виточка. Мы с вами будем зашивать вот этот участочек, совершенно небольшой. И вот сейчас мы с вами что делаем? Как обычно, да, делаем, прокладываем большие стежки по тому участку, который мы хотим зашить. Сделали этот, и вот прокладываем вот сюда длинный стежочек на вот этот участочек. Вот, проложили стежочек, делаем
делаем несколько обвитий. 1, 2, 3. Вот я сейчас еще хочу вам объяснить один нюанс. Сейчас мы с вами дойдем. Вот это у нас боковой шов. Вот это у нас боковой шов рукавчиком. Вот смотрите. Если бы у меня был рукавчик не вот такой коротенький, вот маленький, ну тут практически рукавчика нету. Если бы был рукавчик хотя бы вот такой вот длины, то я начинаю шить вот от этой точки. И опускаю сеточку, делаю по рукаву и возвращаюсь назад. А потом вот по этим вот местам и к центру, и тогда закрепляю нитку. Так как у меня рукавчика фактически нету, то мы с вами что делаем? Мы просто подбираемся вот к этому месту и таким вот шовчиком, тайненьким, новеньким сточным шовчиком через петелечку, да, вот как обычно мы соединяем вязаные изделия, швом вот так через петелечку, соединяем вот эти вот края нашего, непонятно откуда белая нитка взялась, возможно от старого изделия. Вот почему я решила использовать контрастные нитки. Используйте нитки, которые отличаются по цвету и от основы, и от изделия, чтобы вам потом их легче было убрать. Вот эту вот часть рукавчика мы просто соединяем вот через петелечку обыкновенным вот таким швом, да, соединяем до низа манжетика, просто проводим соединение. Ну как, проще говоря, стачиваем, да, боковой шовчик, какой бы он у нас тут ни был маленький, так маленький, стачиваем маленький. Закрепляем вот здесь на последнем шовчике, делаем как бы двойную петелечку и потом назад возвращаемся парой стежков. Можете, если рукав длинный, я же вам объяснила, да, если рукавчик длинный, то сначала делаем боковой шов. А так как у меня маленькие рукавчики, тут всего лишь 1 сантиметрик, мне нужно стачать боковой шов. Ну вот мы вернулись вот сюда, к концу вот этой бридочки, которую мы положили, и теперь ее надо обвить. Вот обязательно, когда делаете, прокладываете длинные стежки, всегда вот там, где бридочку закрепляете, несколько раз ее обвивайте. Ну, в зависимости от того, какое у вас тут пространство, маленькое или большое, обвиваем там 2-3 раза. Да, прокладываем следующий стежочек. Вот этот стежочек проложили. Снова обвили бридочку 2-3 стежочками. Здесь можно даже 2 достаточно. Вот так обвили. И вот мы с вами далеко не будем шить. Вот у нас прямой участок заканчивается где-то здесь, да. Давайте еще вот здесь закрепим. Еще следующую бридочку. Вот что я вам могу сказать. Ниточку придерживайте. Вот чтобы она держалась в натяжении. Вот так протянули ниточку. И быстренько между пальцами ее раз. И как-то так вот перехватываем, да. Перехватываем ниточку. И вот что я сделаю, вот здесь я, ну, даже не знаю, вот здесь закончить или еще вот здесь что-нибудь пошить. Давайте чуть-чуть дальше. Очень часто на рукаве вот это вот, и чем меньше у вас размерчик, да, тем у вас вот это окат рукавчика меньше, как у ребеночка, и вам чаще надо перекалываться. Я, конечно, понимаю, что можно, допустим, окат рукава сделать более мягким, пологим, как рубашечный, и там не будет таких вот выступов, перекатов, таких вот. Ну, я хочу, чтобы мое изделие сидело на мне, ну, как блузочка, а не как мешок. Поэтому я вот решила, что и рукавчик я буду кроить, как у блузочки, а не как, вот, допустим, вот трикотажных вещей, там пройма чуть попроще кроится, да, там. В принципе, наверное, это же есть трикотажная вещь. Может, и не стоило так заморачиваться с выкройкой проймы. Вот какая была выкройка в журнале, такую использую. Это у меня, я если говорила, если кто помнит, это выкройка для шитья.
для пошива изделия из журнала Бурда. Я использую выкройку вот для этого макета из журнала по шитью. Потому что как бы с помощью вот такой выкройки я максимально точно сажу свое изделие на фигуру. Мне так больше нравится. На нем выточки все прорисованы. Да, вот теперь мы с вами уже как бы добрались вот до конца вот этого места. Это мы оставляем на следующий перекол. И возвращаемся вот сюда. Возвращаемся к нашей исходной точечке. Зашиваем сеточку. Вот, сеточку мы шьем. Делаем обвитий несколько. Старайтесь, вот формируем бридочки. Стараемся их делать так, чтобы они не выходили пучками, а были как бы больше похожи на соты. Вот. Сделали вот от основания одной бридочки, делаем 2-3 обвития, потом делаем закрепочку в ближайший элементик, куда нам нравится. Потом снова делаем несколько обвитий. Ой, ой, ой. Вот больше всего вот этого я не люблю, когда ниточка раз и подпутывается. Так, и теперь дальше бридочки. Вот, один виточек, второй виточек. Вот закрепимся, да, вот считаем, что уже здесь положена нам ячеечка, закрепляемся, потому что следующая ячейка будет аж вот здесь по рисунку, да. Значит, пускай тут будет и маленький пролетик, но мы сделаем ячеечку. Сделаем ячеечку. Обвитие. Обвитие. Вот насчет обвитий. Я вот пока шила сеточку, тоже бывают такие участки. Шьешь, опачки, перестаралась, понавивала, густо-густо-пригусто. А потом, вот я вам хочу сказать, что чем больше вы плотнее сделаете обвитие, тем больше у вас шанс того, что сетка сядет. И она же вот как веревочка, да? Скручивали когда-нибудь веревочку? Понимаете, что чем больше мы крутим, тем веревочка как бы вот так вот, как пружинка начинает скручиваться. Поэтому с количеством обвитий вокруг бриды, вот это тоже доверяйте своему опыту, доверяйте своему глазу и своим ощущениям. Это вот даже как-то, я не знаю, как объяснить, и от толщины нитки может зависеть, и от того, как вам кажется красивее, чтобы лежала бридочка, более плотно обвитая, или чтобы она была более мягкая. Вот закономерность такая. Чем больше вы сделаете витков вокруг бриды, тем более жестко и как бы как веревочка такой вот скрученная она будет выглядеть. Чем меньше витков, тем рыхлее. Ну, слишком рыхло тоже не надо, да? Мы понимаем, что рыхло это мы совершенно потеряем все в красоте. Вот. И вот так на глаз, ориентируясь на свой собственный вкус и предпочтения, мы с вами формируем ячеечки на рукавчике. То есть точно так же, как мы с вами шили сеточку на полочке, на спинке, на рукавчике. Теперь точно так же мы шьем эту же сеточку такими же методами, но только на вот этих вот маленьких, малюсеньких участочках рукава, которые нам с вами придется очень часто перекалывать. Да, вот мы шьем, да, и сюда теперь. Если булавочка мешает в месте закрепа, передвиньте ее. Передвинули булавочку, закрепились. Закрепились. Делаем обвитие парочку. Делаем обвитие парочку. Теперь следующий пролетик. И вот мы с вами, да, по такому же принципу мы делаем. Сначала прокладываем большие стежки, а потом мы вдоль центральной линии возвращаемся и прокладываем стежочки поменьше, заполняя все пространство сеточкой. Вот. Решаем, в какие места нам закрепиться. Определяем на глаз густоту сеточки, которая нам бы нравилась.
Это все, девочки, это все свободное творчество. Сетка это такое. Это такое. Как нравится, так и хорошо. Ну, даже если не нравится. Как получилось, так и хорошо. В следующий раз получится по-другому. Главное не останавливаться на достигнутом. Правильно? Не останавливаемся на достигнутом. Идем. Так, следующий пролет. Решаем. И сюда еще рано. Давайте вот сюда, в нижнюю часть. Закрепимся в манжетик. Ой, блин. Закрепляемся в манжетичек. Так. Придерживайте ниточку пальчиком, тогда она меньше скручивается. Ой, кто-то ж мне говорил, какую-то нитку мне название сказали, которая не крутится. Сапфир, по-моему, не крутится, вискоза. Вот я из нее планирую следующее платьишко себе шить, вязать. Так, теперь дальше формируем ячеечки. Вот работа с рукавчиком у вас пройдет очень быстро. Несмотря на то, что здесь придется поморочить голову с маленькой подушечкой и перекалывать это все слишком часто. Ну вы же понимаете, да? Это всего лишь шов по окату рукава. Здесь работы совершенно немного, если так вот посмотреть. Тут всего лишь маленькие участочки, которые за вечер, это все рукава, оба рукава можно сделать за вечер. Ну вот, давайте я с вами сейчас дошью вот этот участок и покажу, как мы будем менять, как мы будем перекалывать на следующий участок, чтобы было понятно. Да, давайте будем весь процесс снимать. Надеюсь, что процесс будет полезным. Да. Так, вот видите, вот это мы на этом соединили листики вот до этого места, а здесь мы оставляем все открытое. И в процессе соединения рукава и полочки или спинки мы заполним вот эти вот все места, которые у нас остались не зашитые. Так, хорошенько утапливаем иголочки, чтобы они нам не мешали. Уплотняем виточки, насколько нам это нравится. 1, 2 виточка. Самое главное формировать ячейки приблизительно одинакового размера. А то вот как элементики где-нибудь близко расположены друг к другу и пошла чистить сеткой. А малюсенькие, прималюсенькие, ну вот здесь вот действительно маленькие получается. Там, где место между элементами больше, там ячейки как-то крупнее получаются. Ну, в общем, творим, как умеем. Да, вот проложили в уголок сюда ниточку. И сейчас по этой ниточке тоже возвращаемся и делаем ячеечки влево-вправо. Поддеваем, вот у меня кто-то задавал вопрос в комментах, у вас монохромное изделие, не прокалываете ли вы его насквозь, потому что кто шьет контрастными нитками сетку, им не хочется, чтобы вот здесь вот с лица было видно другую ниточку. Вы знаете, стежок может быть и не очень заметный будет в монохромном изделии, но тем не менее он будет видный, если присмотреться. То есть для перфекционистов, наверное, это даже на монохромном изделии не хочется, чтобы стежки с лица проступали. Поэтому стараемся брать только за задние ниточки, за парочку-тройку задних ниточек. Прикрепляемся, стараясь не переколоть элемент насквозь, чтобы у нас стежок не получился снаружи. Вернее, с лица, с той стороны, которая у нас будет потом лицом. Ой, девочки, ну это же самое-самое. Дождаться, когда можно снять изделие с макета и посмотреть, что же там у нас получилось. Вот это больше всего волнует, как оно там. Терпения уже нету, вот осталось совсем немножко. Сейчас стачаем с вами 2 рукавчика, потом отправим изделие в стирочку. Я уже говорила в начале этого
урока, что сначала изделие в стирочку, никакого утюга до стирки. Мы же работаем голыми руками, без перчаток. Мы все человеки, люди-человеки. Поэтому все наши человеческие выделения, потные ручки, жирные ручки, все остается на ниточках, поэтому никаких утюгов до стирки. Вот это мы с вами все шьем, все работаем. И только потом, когда мы с вами все постираем, тогда уже будем отпаривать сеточку на отстиранном уже изделии. Только тогда. Только на выстиранном. Сейчас набираемся терпения и ничего не трогаем. Просто шьем. Тем более, что уже времени осталось вот, совсем немножко. Так, формируем ячеечки по такому же принципу, да? Прошли туда длинными стежочками и обратно идем, заполняя ячеечками наш часть рукавчика. Так. Все, вот наша центральная линия. Вот мы уже почти добрались до точечки, из которой мы начинали шить. Да? Вот мы начинали шить из вот этой вот точечки. Сейчас еще тут вот этот участочек, вот этот зашьем. И будем с вами перекалывать изделие для следующего пролета. Итак, продолжаем нашу работу. Да, постепенно заполняем пространство сеточкой. Видите, да, решаем, как обычно, да. Хотим сюда, хотим сюда. Принимаем решение, закрепляемся, формируем ячеечки. Никуда не торопимся. Мы с вами все успеем. Я вот буду снимать, наверное, весь процесс отшива рукава, да, наверное, чтобы было все понятно. Кому и так все понятно, нужно не смотреть дальше. Кому интересно, что там будет дальше, как отошьется рукавчик, давайте посмотрим. Ну, в общем, я снимаю видео, а вы решаете, смотрите его до конца или частями. Хорошо? В общем, кому интересно, сейчас, ну вот хотя бы вот этот момент, сейчас я буду перекалывать, вот сейчас мы дойдем до вот этого места. Я сейчас буду перекалывать на подушечку на следующий участок. Ну, в принципе, и так понятно, да? Вот отшиваем маленький участочек, вот этот вот, передвигаем подушечку на новый участочек. Из-за того, что рельеф, ну, как бы линия проймы рукава имеет такую вот вычурную форму, окат рукава, пройма рукава, две кривые линии стыкуются, и как бы выложить их ровненько на какой-то поверхности не представляется возможным. Поэтому приходится морочить голову и выкладывать вот эти вот части маленькими кусочками. Ну а зашивание сеточки, да, все такое же. Вот прикрепили ниточку и решаем, сколько ячеек мы будем делать. Все точно так же. Да, все точно так же. Делаем ячеечки на свой вкус и размер. Делаем количество обвитий тоже на свой вкус. Придерживаем ниточку, натяжку, да. Натяжку тоже осуществляем равномерненько. Ну все, уже 3 моточка сделалась, уже нитка зафиксировалась. Уже не измените натяжку. Поэтому сразу же старайтесь максимум после 2 витков подтянуть вот эту длину бриды до такой, как вам нужно. Сюда, сюда. Без разницы. Куда-нибудь сделаем ячеечку.
заполняем пространствочко, зашиваем сеточку. Это мы с вами помним, что мы делаем, да? Мы втачиваем рукав в ирландском кружеве. Вот. Еще пару ячеечек вниз, пару вверх. И будет порядок. Ниточки, иголочки перекалываем там, где мешают. Добавляем, если считаем, что не хватает. Ниточка, когда раскручивается, да, плотность витков нитки падает. И вот делаете так, чтобы вот она подкрутилась назад. Возвращаете ей былую упругость, так сказать. Былую упругость. Чтобы бридочки были поаккуратнее. Так. Шьем. Я уж не знаю, что бы вам такого рассказать, чтобы было веселее шить. Чтобы было веселее. Так, теперь здесь зашьем. Да, давайте вот сюда. К листику закрепимся. Вот. Почему я пальчиком вот так придерживаю? Когда пальчиком придерживаете, нитка меньше скручивается. Вот берете пальчиком и придерживаете во время протягивания ее. Тогда есть шанс, что она меньше будет крутиться. Вот сюда еще ячеечку. Перехватываю. Слава боженьке, что он нам дал целых 5 пальцев. Сколько работы мы можем делать этими пальчиками. Так, вот еще одну ячеечку сейчас вниз сформируем. И будем с вами перекалывать подушечку на следующий участок. На следующий участок оката рукавчика. Да, что? Вот. Прикрепляемся к манжетику. Вот смотрите, сейчас мы с вами обошьем вот эту бридочку, обовьем и вот эту. А эту бридочку мы обвивать не будем до конца, потому что мы от нее пойдем танцевать вот в эту сторону. Нам нужно будет, чтобы она была не обвитая до конца. Мы от нее будем формировать следующий участок. Да? Вот мы с этой точки начинали, выходили, прошлись вот сюда и вернулись сюда. Теперь мы не до конца. Мы здесь нитку не будем закреплять. У нас ниточка еще достаточно большая, а мы ею будем продолжать работать в другом направлении. Переколем изделие. Вот. Обвили здесь пару витков на маленькой бридочке. Ну и на этой бридочке сделаем пару витков. И ниточку, иголочку можно отложить. Да, теперь что мы делаем? Теперь снимаем все булавочки. Снимаем все булавочки. Все это открепляем. Все открепляем. Вот у нас маленький участочек. Мы зашили боковой, шовчик рукава, да, нижний, потому что бокового у нас нет, который совмещен с боковым швом блузочки. Вот, и зашили вот этот маленький участок между полочкой и рукавчиком. Все, сейчас мы перекалываем. Сейчас мы снимаем это все. Снимаем все булавочки. Блин, да что такое? Вот, в наборе этих булавок некоторые попадаются тупые. Но пока их отсортируешь, выбрасываешь.
Все, ну, еще парочку. Еще парочку. Все. Так. Ага. Смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы берем вот эту подушечку и давайте мы будем ее использовать. Там я использовала плоскую сторону подушечки. Давайте дальше мы будем использовать выпуклую сторону подушечки. У нас дальше идет вот головка рукава. Да, видно, это головка рукава. Головка рукава. Она как бы имеет выпуклую форму. И вот вся проблема в рукавчике. Это просто вот выкладывать вот эти вот маленькие участочки. Давайте попробуем выложить этот маленький участочек так, чтобы это все нам нравилось, как лежит. Да? И все равно вот далеко мы не выложим, вот максимум вот сюда. Вот смотрите, просто выпрямляем складочки на ткани. Выпрямляем складочки на ткани и выкладываем вот этот маленький участок. Дальше пошла уже вот с этого места, пошла дальше уже головка рукава, там уже совершенно другой, ну, как бы рисунок лекала. И вот этот вот маленький участочек, все, постараемся его зафиксировать и ровненько выложить. Буквально тоже 5-6 сантиметров, может быть 7, я не знаю, линейки нету. Выложили участочек. Так, выложили участочек. Вот я думаю, что вот это вот все сшивать. Так, давайте сначала натянем тканьку. Вот сейчас мы натянем именно тканьку всю. Ну, в смысле ту основку, на которую у нас пришиты элементы. Вот мы сейчас все выпрямляем, натягиваем, чтобы у нас не было складочек. Потому что рельеф рукавчика, я уже говорила, сложненький, да, чтобы у нас плечико хорошо сидело. И вот мы вот это вот все тканьку натягиваем. Все зафиксировали тканьку по периметру подушечки, зафиксировали. Теперь не дофиксировали. Теперь размещаем, как бы выравниваем все элементики, которые у нас как бы должны быть закреплены, с которыми мы будем работать. И фиксируем каждый элементик. Каждый элементик тоже фиксируем. Ну, вот я планирую докуда. Вот, наверное, вот до этого места я планирую шить. Вот только вот этот кусочек. Вот это уже, видите, как-то не особо красиво лежит. Вот этот следующий участок я уже буду перекалывать, как бы для следующего пролета выравнивать его. Сейчас я могу выровнять только вот этот вот маленький участок. Это у нас низ рукава, проймочки там. Да, вот это вот мы пошли наверх к окату, будем приближаться. Вот окат, вот приближаемся. Получается у нас, видите, сколько раз мы перекалываем. Здесь немножечко прошили, здесь немножечко. И здесь вот так маленьким кусочком будем зашивать. То есть из-за такой вот сложной формы проймы. Ну, это получается, это рукавчик, как бы, как в классической блузке с высокой головкой. Я уже, наверное, говорила фразу, что, в принципе, если вы делаете изделие более простой формы, как бы такой свободно облегающий, если допускаете, что там рукавчик может быть спущен или еще что-то, можете делать рукав с не такой высокой проймой, как для блузки, а какой-то типа полурубашечный рукав. Ну, мне нравится этот, он как бы хорошо лежит, красиво по плечу. В пройме там складки никакие не образовываются с таким, с высокой головкой рукава. Что у нас тут, как у нас тут, что красиво. Да? Вот фиксируем все элементики. И вот смотрите, вот я планирую, сейчас у нас вот ниточка осталась, вот здесь все. Вот осталась ниточка. И я планирую сейчас зашить буквально вот этот вот квадрат. Буквально этот квадрат. Даже вот эту вот часть как-то не особо хорошо лежит. Да, вам не видно. Потому что
подушечка скругленненькая, и чуть-чуть вот это все завалилось вниз. Вот это все зафиксировали. И вот сейчас мы вот этой вот ниточкой делаем, ну, что мы делаем? Делаем несколько стежочков базовых, от которых мы будем потом формировать сеточку. Сейчас сделаем несколько базовых стежков.